Представьте себе мир, где Россия сохранила за собой Аляску, но стала полигоном для чудовищных экспериментов. Мир, где ученые изобрели телепорты. А как насчет вируса, который за 7 лет сократил население Земли более чем на 4 миллиарда? Да еще и в Москве произошло черт знает что, из-за чего появилась зона, зараженная радиацией. Все эти катастрофические события разворачиваются в аналоговом хорроре «Последние данные», действие которого происходит в России. С вами Фантом. Погнали! Шум на Шаболовке. Мы переносимся в альтернативную версию мировой истории. Все описываемые события происходят в стране под названием Объединенная Россия, территориальное устройство которой выглядит следующим образом. Центральная территория, охватывающая европейскую часть страны, сибирская, некая экспериментальная территория, куда входит Северный Урал, гигантская красноярская территория, азиатская, а также Аляска-Камчатская. Да, по неизвестной причине в состав альтернативной России входит Аляска. При этом точно неизвестно, удалось ли русским вернуть эту территорию, или развилка случилась значительно раньше, и никакой продажи Аляски не было и в помине. Впрочем, для сюжета это особо не важно, ведь главные действия разворачиваются на центральной территории. Все начинается с бесследного исчезновения нескольких человек. Именно их фотографии и краткие ориентировки мы видим на экране. Все эти люди работали механиками на Шуховской телебашне и пропали в промежуток с ноября 2003 по май 2004. Как вспоминает жена одного из пропавших, перед выходом из дома он улыбнулся и сказал, что сегодня будет позже, поскольку ожидается интересная смена. Больше мужчину никто не видел. Разобраться в странной ситуации попытался некто по имени Ричард Нильсон, представивший свое видеорасследование. Для начала он обращается к истории Шуховской башни. Она была построена в 1922 году и с тех пор якобы ни разу не реконструировалась. Почему якобы? Дело в том, что на протяжении нескольких лет жители района жаловались на странный шум, который по ночам раздавался со стороны башни. Мы видим кучу гневных комментариев, где недовольные пользователи интернета жалуются, дескать, сколько можно шуметь и почему именно по ночам. Некто даже выложил запись странных звуков. При этом власти никак не комментировали ситуацию, а никаких официальных заявлений о ремонтных работах не было. Дотошный Нильсон даже попытался пробраться на территорию башни, но быстро был замечен. Странно, что старая телебашня, которая уже давно не используется по назначению, охраняется как полноценный секретный объект. И все же кому-то удалось проникнуть в дом одного из пропавших и разжиться любопытной видеоинструкцией. Если коротко, то модифицированная башня напоминала нечто вроде телепорта. Запуская поочередно все секции, можно было на расстоянии передавать вполне себе осязаемые предметы. Также инструкция знакомит нас с системой видеонаблюдения, состоящей из 3 камер. При этом схема предполагала еще одну дополнительную камеру, которая работала автономно и не была подключена к системе. Несмотря на весь уровень секретности, кадры с камер все-таки утекли в сеть. Мы видим, как по башне начинает распространяться свечение, что сопровождается громкими звуками. Любопытно, что даты всех записей совпадают с датами исчезновения некоторых механиков. Но особенный интерес представляет запись с автономной камеры. Мы вновь видим, как башня начинает светиться, и чем ярче свечение, тем сильнее начинает дрожать камера. Мгновение, и картинка резко меняется. Вместо силуэта башни на фоне ночного неба мы лицезреем зеленую траву и залитые солнцем кроны деревьев. И действительно, как отмечает автор видео, 4-я камера была найдена в одном из парков Москвы. Но это еще не все. Вскоре выяснилось, что, вопреки официальным сообщениям, Шуховская башня за последние 20 лет как минимум 9 раз подвергалась реконструкции. И ее нынешний материал имеет мало общего с тем, из которого башня была сделана изначально. В конце расследования мы видим эмблему организации «Орел Истины». Из описания к видео мы узнаем, что эта американская организация признана экстремистской на территории Объединенной России. Свечение башни Ок-Тот. Далее в повествование включается девушка по имени София Товальц.
которая намерена разобраться во всех странностях, происходящих в Москве в последние годы. На дворе, стоит заметить, уже 2015 год. Однако для понимания нынешних событий необходимо копнуть немного глубже. В 2006 году завершается строительство телебашни ОКТОД. Проект был сдан в рекордные сроки. В частности, благодаря тому, что часть конструкции доставлялась по воздуху с помощью вертолета. София обращает внимание, что в новостном репортаже делается акцент на формулировке «специальная башня». Следующее видео датировано 2012 годом и снято лично Софией. На кадрах отчетливо видны две вспышки где-то в основании башни, после чего раздается характерный гул. Каким-то образом девушке удалось раздобыть секретные инструкции, где подробно описаны модификации башни, необходимые для активации протокола А612. Выходит, что замена некоторых компонентов способна превратить обычную телебашню в нечто совершенно секретное. В довершение доказательной базы девушка демонстрирует еще одно видео, снятое в 2015 году. Мы видим, как башня ОКТОД светится голубым сиянием, после чего происходит достаточно сильное для столицы землетрясение. Сопоставив данные, девушка пришла к выводу, что эпицентр внезапного землетрясения удивительно точно совпадает с местоположением башни. Подпись к видео гласит, что расследование Софии было просмотрено более миллиона раз, до его блокировки в 2021 году. При этом дальнейшая судьба самой девушки остается неизвестной. Московская терапия. А теперь перенесемся еще на несколько лет вперед, чтобы узнать о чудовищном вирусе, который с 2019 года планомерно сокращает население Земли. В 2021 году количество жертв АТД-12 составило более 1 миллиарда. Добралась опасная хворь и до России. Однако у президента Объединенных Территорий был особый план на этот случай. Власти пообещали, что спасут Москву от заражения с помощью неких специальных башен. Назвали это все терапией. И правда, начиная с осени 2021 года в столице появилось несколько антивирусных башен, каждая со своим радиусом действия. Согласно расчетам, зона воздействия охватит всю Москву и поможет спасти многомиллионный город от вымирания. Запуск проекта был назначен на 23 января следующего года. Тем временем число умерших от вируса уже перевалило за 3,5 миллиарда. Неизвестный москвич смог сделать уникальные кадры, на которых мы наблюдаем процесс активации башен. Сначала раздается протяжный резкий звук, после чего башня словно растворяется в воздухе, а небо из серого становится оранжевым. На этом запись обрывается. Очевидно, что во время запуска что-то пошло не так. Но едва ли кто-то из авторов проекта мог предположить, что последствия будут столь чудовищные. По официальным данным, 23 января 2022 года в Москве произошел беспрецедентный выброс радиации. Среди погибших оказались все высшие руководители государства, включая президента. На прилегающих территориях была объявлена срочная эвакуация. Мираж в Даховском посаде. И вот повествование приближается к периоду наших дней. В начале 2024 года некто Алексей Рикерт решил съездить в отпуск на так называемую европейскую территорию. Парень уточняет, что этот новый субъект был образован после 2022 года, но и до катастрофы Алексей часто гостил в городе Даховский Посад, который находится где-то на территории Краснодарского края. Кстати, именно так в конце 19 века назывался город Сочи. Радиация практически не затронула этот достаточно отдаленный от столицы район, поэтому Даховский Посад остается курортным городом с красивыми видами. Отдохнув под южным солнцем, Алексей отправляется домой, не подозревая, какой сюрприз ожидает его по дороге. На кадрах, снятых из окна поезда, мы какое-то время видим лишь синий морской горизонт. Но внезапно из тумана проступают отчетливые силуэты московских высоток. Несмотря на то, что впоследствии все друзья Алексея называли увиденное миражом, парень был уверен, в кадр попала именно Москва. К тому же среди высоток можно различить одну из специальных башен, исчезнувших после эксперимента. Как объяснить все это, Алексей не знал.
Из подписи к видео следует, что по состоянию на 2030 год человек по имени Алексей Рикерт содержится в психиатрической больнице на экспериментальной территории. Вероятно, парень действительно снял на камеру то, что никто не должен был увидеть. Последние данные. В альтернативной вселенной проходит еще несколько лет. И вот в 2030 году российский инженер и предприниматель Сергей Брин, в нашем мире создатель Гугла, запускает в космос зонд, содержащий ряд важных файлов. Да, в этой реальности Брин, а точнее его родители, не эмигрировали в США в его раннем детстве. Он остался на родине. Первая часть материалов включает расследование Алексея Рикерта, того самого, что снял силуэт Москвы в Черном море. Свое досье он назвал «Московские улики» и посвятил всем погибшим в ходе эксперимента с башнями. Долгое время считалось, что все доказательства были уничтожены при выбросе радиации. Однако Рикерт все-таки нашел косвенные улики, а именно запись телеэфира того рокового дня. Встревоженный диктор сообщает о критической ситуации в столице и о начале эвакуации. В это же время зрителям демонстрируют горящую Останкинскую башню, снятую с вертолета. Пожарные борются с огнем вот уже 8-й час, но видимого успеха достичь так и не удается. Согласно официальной версии, возгорание башни произошло по причине неконтролируемой цепной реакции в ходе терапии. И хотя вокруг этой трактовки событий до сих пор бытует много мифов и домыслов, Рикерт обратил внимание на совершенно неожиданный аспект. Как известно, после терапии территория Москвы стала самой засекреченной зоной в России. О допуске журналистов не могло быть и речи. Единственное доступное видео с постэкспериментальной Москвой как раз снято из кабины вертолета. И вот тут начинаются странности, ведь, насколько вы помните, запуск башен планировался на январь. При этом на кадрах с вертолета видно, что Москва буквально утопает в зелени. Так что либо зима выдалась аномально теплой, либо кто-то усиленно скрывает правду. Да и существует ли Москва после терапии? Рикерт приводит слова людей, потерявших родственников во время эксперимента. И все утверждают одно – их родных мгновенно признали погибшими, не проводя никаких поисков. Дескать, уровень радиации слишком высок. Кстати, среди опрошенных мы видим человека по имени Артур Товальц, который утверждает, что его дочь также пропала в ходе эксперимента. Очевидно, речь идет о Софии, той самой, что занималась сбором данных о башне Октот. Также космический зонд содержит запись одного странного телефонного разговора. Эрик Миронов из центральной территории звонит Даниилу Лукашову, который находится где-то на Аляске. Эрик сбивчиво рассказывает собеседнику о том, что эксперимент с башнями пошел не по плану, и теперь жителей Москвы эвакуируют в ускоренном порядке. Также Эрик сообщает, что заметил нечто странное, будто часть города исчезла, и на его месте появилось море. Дескать, он сам видел, как улица упирается в бесконечную водную гладь. И вот на самом интересном месте в разговор вклинивается третий абонент, который находится на экспериментальной территории. Звонок тут же обрывается, и мы слышим слова «Извините, связь прервалась». Третья часть документов на зонде представлена продолжением расследования, которое проводил Алексей Рикерт. Журналист приводит аргументы в пользу того, что видео с вертолета является подделкой. Для этого достаточно было сделать компьютерную модель городского ландшафта и наложить на нее ряд эффектов. Например, естественные помехи и оранжевое небо, изменившее цвет после терапии. То есть власти пустили в эфир откровенно фейковое видео, чтобы скрыть реальное положение вещей. Но что же тогда случилось с Москвой на самом деле? Об этом нам подробно поведает Сергей Брин, ведь созданное им видео тоже попало на межпланетный зонд. На экране появляется схема расстановки башен перед началом терапии. Любопытно, что помимо Шуховской, Останкинской и башни Октот, в эксперименте задействована и так называемая Брин Тауэр. В назначенное время каждая из башен активируется, однако именно с башней Брина что-то происходит не так. Радиус ее действия продолжает неконтролируемо увеличиваться. И вот мы видим карту Москвы с зияющими черными дырами. Следующий файл, загруженный в память зонда, представляет собой завершающую часть расследования Алексея Рикерта. Последние годы весь мир живет с уверенностью, что Москва и ее окрестности
были превращены радиацией в безжизненную пустыню. Даже спутниковые снимки не дают повода усомниться в этом факте. Однако Рикерт убежден, все данные со спутника сфальсифицированы. И в доказательство своих слов он публикует подлинные снимки местности, на которых можно наблюдать два огромных водоема круглой формы. Более того, Рикерт вспоминает увиденный в Даховском посаде мираж. Так вот, попавшие на видео кадры вовсе не были миражом. Ведь на спутниковых снимках мы видим, как посреди черноморских просторов раскинулись острова, на которых угадываются очертания Кремля, а также других центральных районов столицы. Из текста на экране мы узнаем, что после публикации своего видео Алексей Рикерт был приговорен к 7 годам лишения свободы, которые плавно перетекли в пожизненное заключение в психиатрической больнице на экспериментальной территории. Заключительная часть послания под заголовком «Последние данные» содержит своего рода инструкцию для тех, кто через много лет в далекой-далекой галактике обнаружит отправленный с Земли зонд. При успешном обнаружении все найденные файлы необходимо срочно передать местному правительству, дабы избежать всех тех ужасов, с которыми столкнулись земляне. Но вернемся к данным зонда Infinity 8. По результатам московской терапии 5 миллионов человек до сих пор числятся пропавшими без вести. И все же эксперимент признан успешным, ведь Объединенная Россия стала первой в мире страной, которой удалось справиться с вирусом АТД-12. Согласно данным на 2027 год, количество жертв пандемии перевалило за 4 миллиарда. И все же победа над вирусом не спасла страну от политического краха, ведь в 2030 году Объединенная Россия распалась на отдельные территории. Что же, а теперь давайте попробуем собрать воедино все эти разрозненные фрагменты данных. В какой-то момент в Москве начинают модифицировать телевизионные башни, что позволяет телепортировать предметы. Спустя несколько лет в мире начинает свирепствовать лютая пандемия, выкашивая население миллиардами. Власти российской столицы решают провести так называемую терапию, чтобы спасти Москву от вируса. Столица перемещается в Черное море. Москва буквально телепортируется, а на прежнем месте остаются огромные водоемы. При этом всем сообщают, что Москва была уничтожена сильным выбросом радиации. Правительство уничтожено, президента тоже нет, Москвы нет, не ищите нас. А на самом деле сами отдыхают где-то в Черном море. И правительство, судя по всему, сохранилось, и часть Москвы там. Это положение дел остается в строжайшем секрете, ведь даже спутниковые снимки не отображают истинную картину, а любая попытка отдельных людей расследовать это все оборачивается для них билетом в дурку, то есть местонахождение Москвы каким-то образом продолжает от всех скрываться. Пока весь мир умирает, официально уничтоженная Москва продолжает жить в Черном море. В свете этого и запуск межпланетного зонда также приобретает новые смыслы. Возможно, это не просто попытка предупредить чужую цивилизацию о том, что Земля заражена и лучше на нее не соваться. Вполне логичным выглядит стремление властей установить доверительные отношения с братьями по разуму, чтобы в дальнейшем иметь еще одно место для эвакуации. Ведь даже посреди Черного моря никто не застрахован от новых эпидемий, войн, а также всевозможных природных и техногенных катастроф. Вот такую дичь москвичи выдумали. Свалили от нас всех в Черное море. Ладно, отдыхайте. Увидимся в новом видосе.